Вот я здесь. Я здесь, в центре острова. Это восхитительный спуск на воду, на озеро. В этом озере вода такая плотная и живая. Когда в нем плаваешь, оно прям держит тебя, хотя оно совсем не соленое. Какие-то удивительные свойства местной воды. Она такая... Она тебя как будто обнимает и держит в воде. Не знаю даже, как описать. Я даже удивляюсь тому, как я говорю, как-то по-другому, что ли. Мне так кажется. Я такая немножко новорожденная. У меня даже брови не накрашены, хотя обычно всегда я крашу. И улыбка так прям растягивается на лице. Воздух тут тоже, конечно, сказочный просто. О, смотрите, рябь на воде. Такие прям вибрации. Этот рисунок. Вот прям на воде такой восхитительный живой узор. Как же это все красиво. Такая живая вода. Я в этом озере еще и голая купалась. Восхитительные ощущения. Тебя прям целиком забирает в эту густую воду. И ты как одним целым с ней становишься. Такие ощущения в груди разливаются постоянно. Такой какой-то нежности и, короче, очень красивое ощущение. А еще я здесь целыми днями слушала птиц. Вот здесь сейчас можно услышать много-много разных птиц, трелями, разными какими-то вибрациями поют. И когда я сидела на веранде с повязкой на глазах, все, что оставалось, это вот слушать, созерцать вот это пение птиц. И в какой-то момент настолько размазывается вот это ощущение. Похоже, что нет как таковых отдельных птиц, есть просто вот это вот какое-то птичье сознание, или я не знаю, ну, просто на разные голоса одно существо поет, разными гранями выражается, но это как бы вот как одна какая-то масса жизненная. Так интересно. А вот это, друзья, это сосна, и у нее вот эти вот штучки, которые появляются весной. Вот я ее оторвала, и она съедобная, она очень вкусная. Вот она. Она прям восхитительная. Вкус такой хвойный, при этом очень сочный, нежный. И вот этими штучками я тут питалась, когда я выходила гулять в своей повязке. Вот. Прям невозможно остановиться. Особенно вот эти длиннющие вот вырастают. Но это, наверное, только весной. Другие времена года я не знаю. Наверное, таких нету. Сейчас я сделаю просто прогулку по местной территории. Совершенно удивительной, совершенно сказочной и волшебной территории.
Да, и сортовала, и вот, ну, чтобы они здесь еще остановились там где-то. Мгм. И места были, да? Да. Здесь сейчас нет электричества, и я свечу налобным фонарем. Вот как бы что получится светить, то получится. Это Будда Холл. Тут проходят медитации, когда проходит випассана. А вот это место, это местный алтарь. Я когда сюда подошла первый раз, как только приехала, у меня просто все ум замер, выключился. Какая-то совершенно удивительная атмосфера. Ну, как вы видите, здесь как своего рода алтарь, в котором объединены совершенно разные, я не знаю, святые, религии. И это все вместе создает какую-то такую энергетику совершенно сказочную. Здесь вот Рамана Махарши есть, Сай Баба, Оша. Где-то тут еще в углу спрятался. Так, сейчас я посмотрю. Так. Вот они, вот они, вот они. Вот Нисаргадат Махарадж тут. Посмотрите, какой взгляд. Просто пронизывающий нафиг. Вот этого чувака я не знаю. Вот, и здесь такие стены в этом пространстве, вот именно здесь, где я нахожусь. Тут стены, они как будто, знаете, впитывают мысли. Здесь у меня ум автоматически останавливается, просто совсем какая-то магия. То есть я просто захожу, здесь нахожусь, и вот стены как будто вот как бы втягивают мысли, как бы как в вакуум, и мыслей здесь нет. Немножко шаманских инструментов. Вот поющие чаши. Ну, здесь вот Сатмарга сидит, когда проводит свои ретриты. Это вот местная такая кухня, и мне очень нравится вот этот вид из окна. Вот это вот. То есть он выглядит как будто картина на стене, но это просто вид из окна. Он настолько крутой, прям с видом на озеро. Тут еще вот эти камешки на переднем плане стоят. Вот. То есть я как будто бы сейчас на улице, но это просто вид из окна. Та-дам! Фонарь, конечно, интересно работает. И еще один сказочный портрет. Вот он. Просто на эту картину смотрю, и все тело мурашками покрывается. Такая сильная, такая заряженная. Тут видите, да, вот он в руках держит. Тут статуэтка Кришны. Да вот словами не лучше не называть, это просто чувствовать вот эту вот космическая вибрация, которая просто все пронизывает. Такая красота. А еще есть вот такой чувак, он, короче, с Бали. Это, я не помню, как он называется, но он выполнен из поролона, просто поролон покрашенный. И каждый ноготок, каждая деталь с такой любовью так красиво сделана. И, казалось бы, совсем простые материалы, но это очень красиво и необычно смотрится здесь. А это вот елочки тоже можно покушать. Срываешь маленькие, вот эти зеленые. Можно есть. Тоже очень вкусные, такие хвойные и свежие. Чувствуете, какие они безумные? Безумно восхитительные. Такая нежность. А теперь, ребят, коротко о том, как проходил темный ретрит. Примерно вот так вот. Типа, вот я сейчас камеру держу, снимаю, и со всех сторон совсем темно. Это вроде бы очевидно, но на самом деле такое пространство найти довольно сложно, чтобы нигде не было вообще никакого света. То есть обычно, если там вы будете закрывать окна у себя в доме или в
каком-то подвале, где угодно, везде будет струиться свет в каком-то виде. А здесь вот эта уникальная абсолютная темнота. Вот, и примерно вот так вот ты все время сидишь. И эти домики, они изначально специально строились для темного ретрита. То есть здесь все так продумано именно для того, чтобы в полной темноте человек мог находиться. То есть это комната. Сейчас я включу фонарик, чтобы вы могли посмотреть, что тут есть. То есть вот эта комната, вот эта повязка на глаза. Когда мне нужно выйти на веранду погулять, вот такая вот маска для сна, то есть ее одеваешь, она очень удобная, плотно к глазам прилегает, сверху еще подвязывается шарфом, вот, и в такой вот экипировке вот так вот на ощупь идешь, трогаешь стены здесь мягенькие, несколько слоев здесь обоев, которые помогают именно полную звукоизоляцию обеспечивать, то есть здесь абсолютно тихо. Вот. Так, сейчас я сориентируюсь. Вот она дверь, да. То есть на ощупь находишь дверь, так вот выходишь. Здесь общее пространство есть такое. Тоже на ощупь вот так вот находишь дверь в туалет. В туалете тоже все на ощупь. Это было на самом деле экстремально для меня. То есть на ощупь тут писаешь, все остальное делаешь. Вот. Водичка, там можно воду все вскипятить. То есть все это делается в темноте. И когда первый раз вот мне показали, я затестила в темноте все это делать. Это было вообще экстремально. Я не думала вообще, что справлюсь. Несколько раз тут заблудиться можно. То есть пока просто выходишь на свою веранду, непонятно, теряется дезориентация полная, ты не понимаешь, куда выйти. То есть тут вот я жила и моя соседка. То есть мы иногда случайно пересекались, просто потому что путались. Вот здесь выход на улицу. Выхожу я в повязке ничего не видно, полностью все точно так же темно. Ой. И вот здесь вот есть табуреточка для медитации, можно сидеть. Здесь есть кроваточка, можно лежать. Вот, и тут тоже можно сидеть, и вот как бы садишься и тоже проводишь вот так вот время. Примерно так. Ну вот, и примерно вот так вот сидишь 4 дня в темноте, наблюдаешь то, что у тебя внутри происходит. Ну и то, на что мы настраивались, это именно вот отпускание мыслей и созерцание в глубину себя, так скажем. И это сначала, меня часто посещало ощущение скуки, типа ты там покушаешь, поспишь, уже посидишь, позанимаешься йогой, вот, а потом типа вот это как-то скучно. И это на самом деле как бы обман ума, то есть в этой тишине, в этой черноте такая красота скрыта, когда ты именно отпустишь всякие мысли, всякое скучно, всякое неинтересно. Вот, и только на вот 3-4 день это стало мне открываться в виде каких-то очень красивых состояний, ощущения просто растворения, ощущения этой объемной, огромной тишины, темноты, которая на тебя смотрит, такая живая, такая дышащая. И то, как для меня открылась йога, это тоже, конечно, очень по-новому оказалось. Я довольно часто практикую с закрытыми глазами, тоже погружаюсь вглубь ощущений, но то, как это было здесь, это было еще глубже. И столько вещей, про которые я там слышала, может быть, про там прану, движение энергии. И здесь я стала так это явно ощущать, просто интуитивно, то есть какие-то вещи, вот какие-то положения, особенности дыхания, направления взгляда, они стали прям интуитивно открываться, как будто я всегда это знала. И вот какие-то бриллианты я нашла здесь для себя именно относительно йоги. Вот. Я не знаю, как я буду вести занятия теперь, потому что, как бы
какие-то вот эти тонкости, вот эти вот ощущения, их так вот прям объяснить сложно, особенно если группа пришла к тебе, типа, как ты вот эти вот вещи так передашь. Это и чувствительность у человека должна быть наработана. В общем, вот. И сказочные были ощущения, когда меня стали выводить из темноты. Сатмарга принес такой маленький светильничек и просто включил его, и я видела не сам свет, я видела отражение в стенах. То есть это был вот первый проблеск освещения, который я увидела. И меня это просто шокировало, потому что это было так похоже на сон, на видение. Ну, то есть как вот во сне вот эти вот картинки мелькают. И вот это ощущение, что весь видимый мир, который мы видим, да, что это по сути такое же видение, но это как бы не на словах, я это как-то глубинно почувствовала и просто в каком-то шоке сидела. То есть это все, что мы видим вокруг, это как какой-то, как игра света и тени, как какой-то мистический театр, типа как бы за счет того, что мы привыкаем каждый день видеть все эти объекты, там, да, машины, деревья, это становится обыденным, но в корне это такая великая, такая красивая тайна, и именно после вот пребывания в темноте она начинает тебе распускаться. Это так красиво, ребят, просто слов нет. И я замечала, то есть мои глаза привыкли к этому состоянию расфокуса, ну, то есть как бы они ни на чем не фокусируются. А тут мои глаза начали прям стягиваться на стены, на объекты, начало формироваться понятие каких-либо расстояний, вообще удаленности предметов друг от друга. И Сатмарга все чаще, все больше добавлял свет, освещение, и я могла видеть еще более детально, еще более детально. Короче, вот именно как опыт выхода из темноты, это, конечно, сказочно. А когда я на улицу вышла, когда я увидела вот это вот все, то сейчас вроде бы нет какого-то там заката, то есть достаточно обычное, так скажем, освещение, да, для привычного восприятия. Но когда ты выходишь из темноты, все просто сияет, состоит из деталей, движется такое живое, такое красивое, просто психоделично, и это просто потому, что глаз не замылен, что ли. То есть вот эта свежесть восприятия присутствует, как бы как в детстве. Вот эта красота каких-то совершенно простых объектов. Удивительно. Ну это видосик.